владельцев вторых и третьих сцеников, также Меганов. Сегодня я хочу рассказать о необычных неисправностях, с которыми мне пришлось столкнуться, владея этим автомобилем. Одна из них — это писк прокладки в выхлопной системе. Когда, например, заводишь машину, из-под днища раздается такой кратковременный то ли писк, то ли скрип. Также, когда глушишь машину, он тоже возникает. Либо когда трогаешься с места и двигатель вот на грани хочет заглохнуть, вот хочет заглохнуть, начинает его колбасить, он трясется и раздается тоже этот писк. Далее вы увидите в моем видео. Оказалось, что это прокладка между, называется прокладка кольцо выхлопной системы. Находится она между катализатором и приемной трубой глушителя. Вот сейчас я заведу автомобиль и покажу этот скрип. Причиной данного скрипа является вот это необычное кольцо из прессованной проволоки, которое находится в сочленении катализатора и приемной трубы глушителя. Там еще сбоку находятся по бокам пружинки и прикручено все это дело болтами. Так вот, со временем это кольцо изнашивается, подгорает и начинает скрипеть. Ну, ни на что не влияет это, как бы для особо привередливых, кто не любит всякие посторонние звуки в машине. Я говорю, что вот именно это кольцо, оно вызывает этот звук, и его надо поменять. Стоит оно недорого, где-то вот у нас в Беларуси я его покупал за $2,5. Вот там оно находится, это соединение, и вот оттуда идет этот звук. Вот если видно. Вроде внешне целое, то что оно треснуто, это его так снимали, раздалбливали, чтобы снять. И все, поменяли эту прокладку, машина стала тихо заводиться. Сейчас покажу, что этот писк пропал. Писка нет. В одном из следующих видео я расскажу о замене сайлентблока. Сейчас я ездил на диагностику подвески. Задний сайлентблок переднего рычага такой с грибком, как бы сказать, с каемочкой. Его такая проблема найти у нас. Либо вместе с рычагом в сборе он продается, этот сайлентблок, отдельно нет, но вроде бы нашел за 20 белорусских рублей. Это практически $10. Будем менять, потому что нет информации об этом сайлентблоке. Как бы продавцы автозапчастей говорят, что у нас они не пользуются спросом, но у меня он потрескался. Короче, будет отдельное видео. Всем спасибо, кто меня смотрел. Всем удачи, пока. Оставляйте комментарии свои, задавайте вопросы.